Дорогой Дедушка Мороз, у нас есть сестра. Ее мечта стать психологом. Вы хотите, чтобы это стало профессией? Да. Решили вам подарить обучение в Институте психологии. Полноценное высшее образование. Да, получит диплом. Ей нужна операция. Дедушка Мороз, исполни мое желание. Проблема с глазом. Практически без работы осталась. Мы сделаем красивую комплексную операцию. Чтобы вам сделали настоящий качественный протез. Мы бы хотели, чтобы она стала мастером маникюра. А где учились? По интернету смотрела. Так тебя же награждали, правильно? Меня 3 раза награждали. Супергерой воплоти. У меня была главная цель – это спасти сестру. Зимой летом стройная зеленая была. И откликнулась Снегурочка по имени Ирина Хажалова. Давайте ее позовем сюда. Добрый предпраздничный день, дорогие друзья. Я Деду Морозу письмо напишу. Здоровья и счастья для всех попрошу. И вы ему тоже пишите. Стесняться не надо. Просите. Как плохо, что я очень давно не верю в своего младшего брата Деда Мороза. Давайте посмотрим первое письмо от Евы и Ивана Сакмаркиных из Оренбургской области. Так, давай начнем так. Пиши. Дорогой Дедушка Мороз, у нас есть любимая сестра. Ее зовут Женя. Она нам заменила папу и маму. Ее свободное время уходит только на нас. Угу. Можно и так написать, давай. Что попросим? Что она хочет? Давай напишем то, что ее мечта стать психологом. И мы просим тебя подарить ей курсы психологии. Мы просим тебя подарить ей курсы на психолога. Дорогой Дедушка Мороз, мы в тебя верим. Пусть ее мечта осуществится. Ева и Иван сегодня в нашей студии. Ребят, привет! Здрасте. Какой хороший подарок вы просите для своей сестры. Какие вы молодцы. А сколько лет сестре-то вашей? 22. А почему решили такой подарок для нее попросить? Ну, она занималась психологией, что-то на таком уровне. И чтобы более опытнее, мы решили ей подарить такой подарок. Ну, чтобы это уже Чтобы было... она развивала Да, больше. не как увлечение, Да. как хобби, а как профессию уже. А почему просите подарок для сестры, а мама с папой? Мама с папой, они... Что случилось? Мама и папа, они покинули нас, и Женя взяла над нами опеку. Сначала над нами взяла опеку тетя, но у нее стало плохо со здоровьем, и Женя нас забрала. А сколько вас всего? У нас 5. А где вы живете? Мы живем в селе Сладково, Ленский район. У вас дом свой? Да, родительский. Давайте посмотрим, как вы живете. Очень интересно. Раньше у нас была большая дружная семья, а сейчас мы живем здесь втроем. В этом году мы сделали ремонт, заменили старую крышу на новую, поставили пластиковые окна и сделали обшивку дома. Дети обожают гренки, и поэтому мы их готовим очень часто. Это их любимый завтрак.
Мы просыпаемся, завтракаем, потом я провожаю детей в школу. Обычно я ее собираю в школу, делаю различные прически утром. Она у меня прям трепетно относится к моей красоте. Когда я пошла в 1 класс, я очень хорошо помню, что Женя мне заплела такую прям красивую прическу, в виде змеи она была. И я прихожу в класс, а все с простыми косичками, девчонки. У меня прям такое настроение хорошее было, я прям чувствовала себя на высоте, такой прям самой красивой девчонкой. Дом частный, поэтому у нас делов очень много, и каждому есть чем заняться. Ваня занимается во дворе по хозяйству. Я пилю дрова, потому что я мужчина в семье. Ваня у нас вообще такой мальчик сельский. Ему нравится жизнь в деревне, ему нравится ухаживать за домашними животными. В этом году он построил сарай. В этом году мы купили курочек, овечку с ягненком. Но случилась маленькая трагедия. Их и загрызли бродячие собаки. И Ванечка очень сильно расстроился. И не хочет теперь заходить сюда. Мне было очень тяжело, когда родители умерли. Но я не сдалась, взяла себя в руки и понимала то, что детям будет намного лучше со мной. Я их люблю не как брат и сестер, я люблю уже их как своих детей. Евочка, скажи, пожалуйста, то есть, получается, у мамы с папой вас было 5. И Женя, это старшая сестра. Осталось 4 еще. Она взяла опеку над всеми 4? Ну, у нас как? У нас после Жени идет Света, но она уже была совершеннолетняя. Вот. Зои еще нет. И она взяла над 3 опеку. Но Зоя сейчас тоже уже стала Да. совершеннолетней. Получается, что вы сейчас, по сути, живете втроем. Женя, да? И вы с братом. Да. Ну, давайте вашу сестру Женю к нам в студию позовем. Евгения, идите к нам. Здравствуйте. Евгения, здравствуйте. Здравствуйте. Как давно родителей не стало? 2 года назад папа умер, и 7 лет будет вот на следующий год, как мамы нету с нами. А что с мамой и с папой случилось? Маме было 35 лет, когда она умерла. Это был 1 июня, День защиты детей. Она собрала нас в лагерь. Потом резко ей стало плохо. И все. А что сказали врачи? Что случилось? Сказали то, что тромб оторвался. А папа? Папа, получается, отчим. И родной отец Евы и Вани. Он уже был не молодой, ему было 80 лет. У него в заключении написали то, что порок сердца, от порока сердца. Первое время было, да, тяжело. Мы жили очень бедно. Я это уже, как-то не скрываю. У нас протекала крыша, разваливалась одна стена. И получается, когда дожди, это особенно весной и осенью было, когда вот дожди, это все капало. И мы все 5 по кастрюле, по тазику вот так вот бегали, подставляли. Я не знала, как. Мне не хотелось так. Мне хотелось, чтобы мои дети и я жили в комфорте. Но я не знала, как помочь. И однажды нас нашел блогер Алексей Ушаков, который нам помог, и много добрых людей, благодаря им нам сделали крышу новую, обшили дом, сделали ремонт. Еще помог нам Максим Дивнич, это боец, он нам купил квартиру. Он тоже открыл сборы и купил квартиру в Оренбурге. Вот. Вернемся к психологии. Да, понятно, что это увлечение, но вы хотите, чтобы это стало профессией? Да. Ну, тогда ждите, знаете кого? Персонального вашего Дед Мороза на сегодня. Это Андрей Савицкий, бизнесмен. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте. Евгения, вы очень смелая девушка. Взять такую большую ответственность. Мы вашу историю услышали и решили вам осуществить мечту ваших братьев и сестер и подарить вам обучение в Институте психологии. Спасибо, Богу.
Подождите. Сейчас. Стоп. Я пытаюсь осмыслить. Не о курсах речь, а об институте? Да. И весь институт вы оплатите? Да, все верно. Спасибо большое. То есть это будет Обалдеть. полноценное высшее образование? Да, получит диплом о высшем образовании психологическом. Я в шоке. Спасибо вам большое. Я, во-первых, хочу поблагодарить вас, Евгения. Конечно, вы уникальный человек, и ваша семья – большой пример для всех, кто смотрит сегодня нашу программу. Но я приготовила подарок для Ванечки. Ага. Я услышала в видео, что у тебя пропали барашки, и я хочу тебе подарить вот этот сертификат, который поможет тебе купить, выбрать нового питомца. Ты единственный мужчина в семье. И видно, что ты несешь ответственность за своих девочек. Ты окружаешь их любовью. И я уверена, что о животных ты заботишься так же. И еще один маленький барашек скоро будет в твоих теплых руках. Ну вот и Ваня заулыбался. Ваня получил подарок, Женя получила подарок, а Ева нет. Ев, поскольку я старший брат Деда Мороза, я твое желание исполню, ладно? Ев, а что ты хочешь? Ну, не знаю, я хочу поступить в театральный, там что-то с актерским. Такое вот. Во, это ко мне. Наше следующее письмо от 8-летнего Егора Зародова из Челябинской области. Давайте посмотрим. Здравствуй, дорогой Дедушка Мороз. Меня зовут Егор. Мне 8 лет. У меня есть бабушка. Она очень добрая и хорошая. Я ее очень люблю. У нее есть мечта стать молодой и красивой. Я не хочу, чтобы она переживала и плакала. Я хочу, чтобы она была веселой. Для этого ей нужна операция. Дедушка Мороз, исполни мое желание. Ведь я в тебя верю. Егор сегодня в нашей студии. Егор, привет. Здравствуйте. Рада тебя видеть. Вот я слышала, ты там в письме сказал, что твоя бабушка переживает и плачет. А что с бабушкой-то случилось? У нее проблема с глазом. Угу. И чтобы его вылечить, ей нужна операция. Так. Но она стоит очень дорого. И я попросил у Дедушки Мороза, чтобы он исполнил мое желание. А ты хоть нам чуть-чуть про себя-то расскажи. Ты в каком классе учишься? Во 2-м. А какой предмет самый любимый? Литературное чтение и окружающий мир. Серьезно, парень. Давай посмотрим на твою бабушку и поймем, почему, как ты говоришь, она часто грустит. Я изначально не была готова к такой операции. Ну, необходимость. Там надо было выбирать либо жить дальше без глаза, либо как бы не жить с глазом. В зеркало как бы в течение дня я смотрюсь, ну, может, секунд 20. Мне не нравится мое отражение в зеркале. Асимметрия лица у меня пошла из-за того, что стоит протез. Несколько раз в неделю как бы мне нужно его обрабатывать. Я его снимаю и промываю водой. А потом вставляю назад. Чисто психологически тяжело. У меня тут целая коллекция очков. Вот эти вот, которые посветлее, одеваю вечером. А вот в этих вот практически всегда нахожусь днем.
С людьми без очков вообще никогда не общаюсь. Младший внук бегал возле меня и увидел, что я как сняла очки, и говорит: бабуля, ты на бомжа похожа. Ненавижу свое лицо. Пропало, наверное, желание жить, страх одиночества. Внуки тоже скоро вырастут, тогда как бы я вообще одна останусь. Сейчас я мечтаю, чтобы мне сделали операцию, подтянули полностью лицо, убрали асимметрию глаз, чтобы я могла себя чувствовать полноценным человеком, чтобы не просто как вот прошел день и ладно, чтобы как бы нравиться себе, чтобы я наконец стала счастливой. Наталья, идите к нам. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, что с вами случилось? Как вы глаз потеряли? Ну, когда мне было 30 лет, мне поставили диагноз меланома цилиарного тела глаза. И, сразу предложили, как его удалить. Дети были маленькие на тот момент. Сыну было 6 лет, дочери 11. Но я так понимаю, что эта операция спасла вам жизнь. Ну да. То есть, если бы глаз не удалили, вы бы сейчас точно с нами не разговаривали? Ну, наверное. И выбора у вас в тот момент не было? Выбора нет, вообще никакого не давали. Тут уже не до красоты? Да, сказали, что однозначно надо удалять. Когда глаз удалили, полость больше, чем могут сделать протез. Угу. И поэтому как бы подобрать его не могли. У меня 2 детей, я как без глаза, практически без работы осталась. Муж, где-то через полгода ушел в другую семью. После того, как вам сделали операцию? Да. Вот внук ваш замечательный написал в письме Деду Морозу, что вы мечтаете об операции. Мы, прочтя письмо, которое было адресовано не нам, но я напоминаю, что я все-таки старший брат Деда Мороза, поэтому иногда имею право в семейную почту заглядывать. Выяснили, да, ваши проблемы и рассказали эту историю пластическому хирургу Елене Николаевой. Показали ваши фотографии. И она приехала к нам в студию. А вот с чем, давайте у нее и спросим. Елена, идите к нам. Здравствуйте. 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 Добрый день, Наталья. Здравствуйте. Меня, правда, очень до глубины души тронула эта история. Я вам хочу сказать, Наталья, что в этой жизни очень многое можно поправить. Если не все, очень многое. И я вам помогу. Мы сделаем с вами большую, хорошую, красивую, комплексную операцию, которая и устранит асимметрию, которая омолодит вас и сделает, я надеюсь, счастливее. Наталья, со своей стороны хочу вам подарить сертификат в глазную клинику, чтобы вам сделали настоящий качественный протез. И тебе, Егор, спасибо большое, что ты заботишься о женщинах. Да. Егор, читая твое письмо, слезы, вот честно, настоящий мужчина. Мне очень хочется сделать тебе подарок. Я больше всего мечтаю о игровом компьютере. Ты знаешь, ты должен верить, что мечты всегда исполняются. Спасибо вам огромное. Это тебе спасибо за то, что бабушка, видишь, улыбаться стала. Авторы нашего следующего письма – это 5 ребят из Орловской области. Пережили они в своей жизни уже очень много. Но просят опять не для себя. Дорогой Дедушка Мороз. Нас зовут Игорь, Саша, Тимур, Камила. Милана или Милана? Милана, а не Милана. А ты не написал 7 человек нас. В семье 7 человек. 8 человек. Мы бы хотели... Подарки. Как будто подарки. написать письмо для нашей сестры Ани. Аня добрая, хорошая, милая, красивая. Она всегда помогала маме. У нас было 2 пожара. Наша Аня спасла младшую сестру Милану. Аня увлекается маникюром. Мы хотим, чтобы ее научили делать маникюр. И она стала мастером маникюра.
Мы любим нашу Аню и хотим, чтобы наше желание исполнилось. Сегодня в нашей студии целая команда. Игорь, Саша, Тимур, Камила, Милана Афонина и их мама София. Здравствуйте. Ребят, расскажите нам, пожалуйста, про свою сестру Аню. Она хорошая. Она милая. Она занимается маникюром. Маникюром? Да. Вы в письме нам, Деду Морозу, не нам, рассказали, что Аня спасла Милану из пожара. Это как получилось? Да, это на самом деле очень страшно вспоминать. У нас за 7 месяцев 2 дома сгорело. В 2022 году был пожар. Как эксперты сказали, что это проводка. Ну, как выяснилось, что это нашалили соседские дети. Ну, как бы подожгли летней кухни. Это потом уже выяснилось. Вот. Ну, меня дома не было. Я очень серьезно больная. И как бы была по врачам, собирала квоты в Обнинск. И была дома Аня с детьми, со всеми. У Миланки была 1,5 года, спала вот в этой комнате. И Анечка, как бы план было уже серьезное очень. Анечка залез, вытащила ее из огня. Это было страшно. На самом деле, когда вспоминаю, тяжело. Но, слава богу, все обошлось. Все дети живы-здоровы. Все, первый пожар вроде закончилось хорошо с ними. Потом у нас мы купили 2-й дом рядом, там, на этой же улице, где-то жить надо. Купили и сделали ремонт, все, и переехали. Пожили в этом доме полгода. И 15 марта 2023 года горит у нас 2-й дом. Но 2-й дом горел намного сильнее. Была я дома с детьми. 1-й раз и 2-й раз муж был в рейсе. И, ну, кое-как я вытащила всех детей. Единственные животные у нас горели, наши, которые жили много лет с нами. Ну и все живы, да. А что 2-й раз случилось? 2-й раз тоже говорят проводка. Но я не верю это, что проводка, потому что мы в этом доме полностью вызывали людей, нам поменяли всю проводку полностью. Я наняла адвоката во 2-й раз, как бы я не сдаюсь уже год, разбираюсь в этой ситуации, чтобы доказать, что не виноваты мы. С нами сгорели еще соседи. И соседи считают, что мы их подожгли. Я считаю, что был старый провода у нас по деревне. Никто не смотрит, не меняет. Сейчас мы за этот полгода мы пожили на улице в беседке, потому что нам, ну, некому нас приутить. Мы начали строить дом в мае месяце. За 5 месяцев папа нам построил дом. Все дело поделили, но самое необходимое. И переехали в новом доме. Но в новом доме то же самое. Серьезную проводку сделали. В этот раз заключили договор специально, но с серьезной организацией. У нас то же самое. Здесь же моргает. 2 месяца обращалась, добивалась, никто не обратил на нас внимания. Вот сейчас недавно приехали. Наш папа уехал на СВО и как бы более-менее отозвались. Нам помочь поменять проводку. Чуть-чуть нам поменяли на другой линии, но моргание продолжается все равно. Страх знаете, ужасный. я знаю такую проблему, особенно в провинции у нас. Да, вам надо поставить стабилизаторы. И я думаю, что найдутся люди, обращающиеся с нашей аудиторией, кто в этом сечет круче, чем старший брат Деда Мороза, и поможет этой семье. София, вы сказали, что у вас проблемы со здоровьем. А в чем именно? У меня перед пожаром выяснилось, что онкология. Долго борюсь, но мы не сдаемся. Мы Я одна вижу. сильная команда. Я вижу, что вы не сдаетесь никогда. Ничего, я думаю, что мы все пройдем. Раз уж дети писали письмо про Аню, давайте посмотрим, как Аня вспоминает об этих очень непростых моментах в вашей жизни. 4 июля у нас горел дом. Я тогда готовила кушать на кухне. Сестра моя, вот, которую я спасла, она спала. И тут я слышу, что начали кричать соседи: «Пожар, пожар!»
Я просто выхожу на улицу, вижу, что у нас летняя кухня горит. Я, естественно, побежала быстрее домой, но тут я захожу в комнату и вижу, что комната уже горит. Пол уже, потолки горели, окна уже выбились. Даже о себе не думала на тот момент. Мне было главное спасти сестру. Это просто тяжело вспоминать. Это наш второй дом, который тоже сгорел через полгода после первого. Тут была комната девочек. Вот тут вот лежала моя мертвая собака, которая тут сгорела. Я ее очень любила. Для меня эта собака была очень важна. Она всегда чувствовала все. То есть по ее состоянию можно было понять, как чувствует себя мама в больнице. Это моя любимая собака. И когда мне было плохо, по Алисе можно было узнать, она не ела, не пила. А если я отошла, то есть она сразу идет к воде. А сколько операций у вас уже было? Уже 4 было. И еще предстоит? Да, впереди очень серьезная операция, должна была в декабре, но я отказалась из-за них. Я хочу им Новый год, чтобы было у них прекрасный Новый год, как у всех, у детей. Вам ничего не остается, как держаться. Посмотрите на эту замечательную ораву. А Вот еще... они дают как раз жизни мне радость. Так орава-то еще и не полная. Давайте Анюту позовем, раз уж о ней речь идет. Аня, идите к нам. Здрасте. Здрасте. А можно к ребятам прям туда сесть? Или вы со мной хотите? С вами хочу. Давайте посидеть. со мной. Она хотела очень с вами. Ну, я пошел. А я поняла, почему вы ко мне сели поближе. Похвастаться своим прекрасным маникюром, да? Это вы сами делали? Да. Да ладно. Ничего себе. А где учились? Как это все? Сама училась. По интернету смотрела. Угу. То есть пока только так? Да. Все, что в интернете рассказали, вот то и применили. Да. А как сестру спасать, тоже в интернете рассказывали? Или Нет. все-таки там натура проявилась? Ну, там да. Я не подумала вообще о себе. Для меня была главная цель – это спасти сестру. Потому что если бы я ее не спасла, я бы не простила себя. Я вытащила ее кое-как из кровати, и там она проснулась, я успокоилась немного. Побежала отдавать соседям ее, даже не поняла, кому отдала ребенка. Потом сосед подбежал, помог вытащить документы. И потом мы там по возможности уже вещи кое-какие спасать начали. Так тебя же награждали, правильно? Да, меня 3 раза награждали. Один раз меня награждали в Москве и 2 раза в Орле. Вот давай на Орловское награждение посмотрим. Интересно же. Низамова Анна 4 июля 2022 года спасла из пожара младшую сестру. Орловская. Низамова Анна Тимофеевна, обучающаяся Звегинской средней общеобразовательной школы Орловского муниципального округа. Ань, так правильно я понимаю, как ребята рассказали, что маникюр – это серьезно, надолго и, возможно, профессия, которая будет кормить, так? Угу. И откликнулась Снегурочка по имени Ирина Хажалова. Давайте ее позовем сюда. Привет. Здравствуйте. Дорогая моя Анечка, можно я тебя сначала обниму? Зацепило меня больше всего то, что после того, как ты спасла свою сестру, ты подумала о документах.
Не каждый ребенок, согласитесь, да, не каждый ребенок может подумать о документах в той ситуации стрессовой, в которой ты находилась. Это о чем говорит? Это говорит о том, что ты сознательная, ответственная, взрослая девочка. Я буду осуществлять твою мечту с такой великой радостью, о которой даже трудно передать словами. Прочитав твое письмо, я подарила тебе сертификат. Выбрала самое лучшее обучение в вашем городе. И к этому обучению я дарю тебе еще набор мастера, чтобы ты могла уже сейчас работать. И мечтай еще, мечтай о большем, стремись. Ты замечательна. Я горжусь, что я могу тебе сделать подарок. Спасибо. История просто тронула до глубины души. Дети, как на подбор, все супермодели, невероятные красавчики. Да. Маме отдельное спасибо за то, что остается в таком позитивном настроении, несмотря на ситуацию достаточно тяжелую. Аня — это просто супергерой воплоти. И мы сегодня детишек, конечно же, не оставим без подарка. Мы дарим вам планшет для того, чтобы вы фотографировали маникюр сестры в социальные сети, распространяли, у нее было много клиентов, и вы построили еще много-много домов себе. Спасибо. А скажи мне, пожалуйста, самый маленький пупс очаровательный с 2 пальмочками на голове, а ты стихотворение к Новому году готовила какое-нибудь? Молодец, я так и знала. Молодцы. Так, давай, вот так смотри, как будто бы там сцена. Это у тебя все зрители, видишь? Вот к ним лицом поворачивайся, давай. Вот так, вы вдвоем. Внимание, дорогие друзья, выступает Милана и Камила. Я не знаю стихотворения. Рису я девочка, вижу она яска. Зимой и летом стройная, зеленая была. Правильно. Песенка спеечка, бай-бай. Мою снежку укутывай, смотри, не замерзай. Молодец. Наше следующее письмо непростое, а из-за границы. А вернее, из нашей дружественной Белоруссии. 6-летняя Вика Шманатова написала нам его. Давайте посмотрим. Дорогой Дедушка Мороз, меня зовут Вика, мне 6 лет. Исполни мои желания, пожалуйста. Подари моей маме зубы. Я хочу, чтобы мама была красивой. А мне куклу большую. Еще наушники и фотоаппарат. И сестре куклу. Дедушка Мороз, не волнуйся. Я в тебя верю. И я хочу, чтобы мое желание исполнилось. Вика, Владислава и их мама Анастасия сегодня в нашей студии. Приехали прямо из Минска. Здравствуйте. Здравствуйте. Настя, скажите, для вас стало сюрпризом то, что дочка Деду Морозу письмо написала, и не планшет, там, не телефон, не что-то такое попросила, а для вас? Ну, это вообще неожиданно как бы было. Мы вообще были в шоке, когда нам позвонили. Вы знаете, чтобы понять, в чем, собственно, проблема, мы вас попросили рассказать об этой проблеме до программы. Давайте посмотрим. Наверное, не скажешь, что мне 38 лет. Я не ощущаю себя на свой возраст. Вижу некрасивые себя, зубы свои. Стараюсь как-то глаза уводить, чтобы не смотреть на себя, потому что не люблю себя. Запустила себя, забила, потому что детям всю себя отдала.
Каждый день, когда я начинаю чистить зубы, для меня это пытка. Потому что то, что осталось, очень болит и кровоточит. Чищу вот так, только нижние. Привыкла я есть только мягкую пищу, потому что твердую не могу есть. Яблоки тру себе на терку, чтобы, как говорится, проглотнул и все. Ну, жевать не могу. Пару раз кусану и проглотила. Ем на одну сторону, потому что болит все. Бутерброды делаю, ну, колбасой ложу вниз. Какие остались там зубы, пару зубов. Работаю на тракторном заводе водителем погрузчика. Ну, и села и поехала, чтобы меньше видеть, там разговаривать. В полном одиночестве. С моей зарплаты это нереально отложить на протезирование, потому что протезирование очень дорогое. Но это моя мечта. Сделать когда-нибудь улыбку себе красивой, чтобы улыбаться. А вот сейчас выйдет человек, который не остался равнодушен к вашей истории. Станислав, идите к нам. Здравствуйте. Здравствуйте. Я думаю, что я смогу вам помочь. И мы сделаем вам новые красивые зубы. У вас будет новая красивая улыбка. И, наверное, тогда ваша жизнь изменится. Мы захотели исполнить не только мечты детей, но и поздравить тех, кто недавно был детьми и давным-давно с тех пор следит за нашей программой. Здравствуйте, Юлия. Здравствуйте, Александр. Да, действительно, я вашу передачу давно смотрю. Как давно? В следующем году будет 10 лет. Ага. То есть с самого начала? Да, с самого начала. Но вы же не просто так ее смотрите. Я, насколько знаю, в вашей семье были трудности. Да, это на самом деле так. Папа наркоман, а мама достаточно деспотичный человек. Я все детство наблюдала, как они дерутся, меня били. Мне было достаточно сложно. Телевизор один в семье. Что смотрит мама, что то смотрю и я в детстве. А потом я как-то привыкла, и это меня очень сильно успокаивало, поддерживало истории героев. Вот. Когда мама приняла уже решение, когда я уже в более зрелом возрасте была, решение уже уйти от папы, он угрожал нам, что жизнью моей мамы, мне, что сожжет квартиру. Благодаря вашим экспертам, действительно, мы провели за его спиной огромную работу, и получилось продать, разменять квартиру. Но вы теперь не только нас смотрите, а еще и Эльдара, Да. который делает обзоры на нашу программу. Да, я слежу тоже достаточно давно, и меня также все это успокаивало. А потом я уже во всех соцсетях там начала следить очень активно за тем, как человек рос, развивался, и также меня мотивировал. Я хочу подарок от себя подарить. Да. Спасибо. Это тебе мой мерч. Ну, а что там интересно же? Ну, подарки надо сразу открывать. Я сделал мерч в честь вашей передачи просто. Здесь написано «Еёный». Да, «Еёный», а есть Еёный. еще а это «Евоная». Евоная. Я «Еёный». Евоная и Еёный. Прикольно. Красиво, красиво. Я вам тоже подарю. Спасибо. Конечно. Просить, конечно, вещь правильная. Просите, получите или не получите, все равно просите, да. Но давать тоже правильная вещь. Поэтому в Новый год постарайтесь каждый мужик быть Дед Морозом, каждая женщина Снегурочкой. Кабы не было зимы, в этом нет секрета. От жары увяли мы, надоело лето. Как давно ты занимаешься музыкой? С рождения. Ого, вот это заявление. А ты знаешь, что я старший брат Деда Мороза? Я счастлива. Не спешил бы Дед Мороз к нам через рукавы. Элария фреска. Обувь ремонтирую. У меня 10 ремесел сварочные. Кому надо фундамент, я могу вам сделать фундамент. Ты постой, постой, красавица моя. Позволь наглядеться.
А вот кавер-группы — это сознательный выбор или как?